Добрий вечір. Я сьогодні говорю з Магомедом Торієвим. Це представник Комітету інгушської незалежності. Магомед, добрий вечір. Добрий вечір, вітаю. Дякую, що знайшли час і можливість поговорити. Я готую відео про те, як інгуші зараз воюють в першу чергу проти Російської Федерації за свою незалежність. І хочу розказати також про те, як інгуші воюють на боці України. І як вони воюють, на жаль, також і проти України. Якщо ви зможете розказати щось про це, буде дуже добре. В першу чергу хочу дізнатися те, що можна дізнаватися, про те, як зараз інгуші беруть участь в Збройних силах України. Наскільки їх багато, наскільки це масово, яку вони виконують роль, чи вони там беруть участь з 2014 року, чи з 22-го, 23-го. Кожен інгуш, який воює з боку України, має родичів в Інгушетії. Тому про живих я нічого сказати не можу. Можу сказати про тих, хто пав. Це головний сержант Збройних сил України Ганіжев Магомед, який погиб на Запорожском напрямку. А те, кто живы, да, были здесь ингуши, которые были с 2014 года, но некоторых из них выдали России еще в 2018, кажется, году. И они в России получили сроки 18 лет тюрьмы. Было и такое. Тимур Тумгоев. Можете подивитися в інтернеті, і там це є. Тобто інгуші воювали за Україну, і Україна їх видала Російській Федерації, ворогу? Так, звичайно. Звичайно, было и такое. Тимур Тумгоев был выдан, добровольцы устраивали митинги, это было еще при президенте Петре Порошенко, но сказали, что вот его надо отдать в Россию, он нарушил какие-то миграционные законы Украины. Его отдали, и там ему дали 18 лет, его там багато часу катували, и то, що ми знаємо, що у нього проблеми з психікою появились після цих катувань. Але йому пропонували, щоб він працював на російську пропаганду, щоб він розказував, що в Україні ІГІЛ, там різні радикали, але він на то не согласився і його катували за то. Магомед, ви згадали про ІГІЛ. Наскільки я розумію, то Росія намагається свої гріхи, свою пропаганду спихнути на кого-небудь іншого. І у випадку мусульманського народу таким собі цапом відбувайлом став ІГІЛ, або ще є тема Вілаят Кавказ, або Ісламська держава. І це, я так розумію, все питання просто пропаганди, а основна проблема на Кавказі – це Росія. Я правильно розумію? Ну так завжди Україна для Росії була основною проблемою. Потому что я не знаю, что там ИГИЛ или еще кто-то делали, Вилаят, а вот что Россия там сотни лет робит на Кавказе, в Украине, в Грузии, в Таджикистане, в Узбекистане, все, кто были подневоленные народы, как и украинцы, что тогда Россия робила? Голодомор, репрессии, расстрелянное возрождение. Ну, все же там, мы все, у нас одинаковая история, день в день, час в час. Нету народа, который бы Россия не знущалась, нету народа, которого бы Россия не катувала, нету. Таких просто нету, и поэтому основной проблемой остается она. А так для них всегда были виноваты, как они говорили в 19 веке, поляки и социалисты, потом стали капиталисты, империалисты им виноваты, потом сейчас им виноваты украинцы, Америка и так далее, и так далее. У них завжди некто має бути виновний. Звинувачувати вони дуже багато люблять. Як пишуть самі інгуші про себе, вони мирний народ, який поставлений в такі умови, що йому доводиться бути войовничим. Як ви можете зараз описати, як ви бачите інгушів сьогодні? Який це зараз народ? Я хочу сказать, что был такой Абрек Залимхан,
который 13 лет терроризировал Российскую империю на Кавказе. И вот он написал письмо в российский парламент, тогда Государственную Думу, и оно начиналось со слов «Я не родился абреком». Мы абсолютно нормальные люди и абсолютно такой же народ, как и все другие народы. Вопрос в том, что мой народ поставлен русскими в такие условия, что быть слабым, быть неспроможним захистити собі це неможливо. Тому що коли ми будемо неспроможні на захист, так Росія просто нас уничтожит всех. И все. Тут стоит вопрос в том, что ингуши — это такое же современное общество, как и все остальные. Наша молодежь также сидит в инстаграмах, в тиктоках, мечтает стать айтишниками, мечтает работать. Нет, мы не бегаем, как утверждают хорошие русские, деремся за охотничьи угодья там, или что-то в этом духе, да, не добываем огонь там с помощью каких-то камней и палок, поэтому в этом плане мы ничем не отличаемся. Ингуши работают в Тесле, ингуши работают в Гугле, ингуши работают в мировых компаниях, ингуши работают в Международном валютном фонде. Разные есть ингуши, это абсолютно такой же народ, как и все прочие на этом свете, среди которых есть умные, глупые, хорошие, плохие, разные есть. Якщо подивитися на частку людей, які гинуть на війні в Україні з боку Росії, росіян там насправді виявиться не так уже і багато. Більшість із тих, хто гине, або якась велика частка, це представники корінних народів, які не є росіянами. Це якути, і чеченці, Ерзя, ну, тобто всі, окрім росіян, власне, які це все придумали. В російській Вікіпедії в статті про мобілізацію на цю війну проти України про Інгушетію немає згадок. Там просто не написано ні слова про інгушів. От станом на сьогодні, я сьогодні перевіряв. Як сталося так, що з 500 000 людей, які себе ідентифікують інгушами, на війну пішло кілька сотень людей? Так це було завжди. Це було завжди. Я дуже полюбляю воєнну археологію, і давеча дивився на розкопки времен Зимней войны в Карелии. Могила. Кажется, я не могу сейчас это видео найти, меня просили украинцы, но я его видел. Там была просто раскопка массового захоронения советских солдат. И там, кажется, было то ли 37, то ли 27 останков солдат. И смогли их идентифицировать. Там было 3 русских. Остальные все были Чернигов, Харьков, там пишут место призыва, да, Чернигов, Харьков, Полтава. То есть там 90% было украинцев. Это было завжди. Они шли оккупировать Финляндию, гнали вперед перед собой украинцев. Всегда они используют те народы, которые им подвластны. С ингушами дело в том, что это было так, что сейчас в этой войне Россия сделала ставку на вагнеров, на контрактников, посчитав их более эффективными, чем обычных мобилизованных. Бо обычные мобилизованные себя, видимо, не очень хорошо показали, но они не мотивированы, да. Когда рядом с тобой кто-то воюет за 250 000, а ты как мобилизованный, сколько там, 3000 рублей там платят солдату, что-то такое. Поэтому Россия сделала ставку на деньги. Неплохая у них получилась, неплохой расход получился, потому что украинцы дуже багато их там заховали в черные пакеты. Поэтому у ингушей был выбор. И у ингушей были попытки поднять там, вот, дикая дивизия, вы защитники России. Мы вдруг стали защитниками России, сам понимаешь. До этого мы были там 3-й сорт, и нам нельзя было ни квартиру снять, ни нормальную работу устроиться. Ингуш не мог поступить в какие-нибудь МГИМО, там еще так далее. Мог, если у него была родословная положенная, да, с русскими, там, с КГБ и так далее. А так для ингушей очень многие социальные лифты, очень многие высшие учебные заведения закрыты.
Но тут вдруг все стало иначе, потому что русским нужно пушечное мясо, они начали пропаганду, и там была такая программа, что они хотели собрать от каждой Северокавказской республики по 2, 3 или 4 батальона. Я не помню. Ну, короче, в Ингушетии по итогу за 3 месяца набора в эти батальоны добровольческие записался 1 человек. Больше никто туда не записался. Конечно, есть мобилизованные ингуши. Есть ингуши, которые служили уже в российской армии. Есть ингуши, которые пошли туда за деньги, заработать легких денег. Но на фоне тех потерь, которые несут другие народы, конечно, ингушей там, по-моему, 80 человек, да, на фоне там 500 000 русских потерь, это даже не арифметическая погрешность. Это просто... Фортанга пише сьогодні, я перевіряв, Фортанга пише 83 інгуша. Ну вот, да, вот 83 ингуша на фоне 500 000, да. Это не про что. Да, это просто вот их там нету, да. И если завтра, например, русские начнут, как русские иногда говорят о том, что если мы проиграем, украинцы спросят счет с каждого, да, то хотелось бы, чтобы как бы Украина очень четко озвучила, с кого она это спросит. Потому что спрашивать, я считаю, нужно именно с русских за эту войну. Потому что они в подавляющем большинстве ее поддержали. Это их идея была. И я помню, как-то я встретил в Европе украинского військового, он был в возрасте, и он сказал, ну как же так, я ведь служил с ними, там о дагестанцах речь шла, як они могут воевать с нами, я же знаю, как они к русским относятся. Я говорю, а когда вы создавали империю веками, Сибирь кто покорял? На Северный Кавказ кого отправляли? Кем отбивались? От Наполеонов, от всех? Он говорит, нами. Я говорю, просто ваше положение за последние 30 лет изменилось. Но поверьте, у нас все так же, как в 91 году. И достаточно сходить вот на музей, в музей, который здесь, в Украине, где погибшие украинцы в Афганистане. И там очень много украинцев. Очень много, которых отправляли умирать везде. Не жалко. Им не жалко ни русские народы. И не знаю, бачив ты чи ні, где русская там звонит в эфир какой-то программы о войне в России и говорит, а что вы наших русских мальчиков отправляете? Этих черных отправляете, вон их сколько ходит. У нас 1 мальчик в семье, а у них по 10. Че их жалеть-то? Пускай за Россиюшку воюют. То есть тут как бы с этим они решают очень быстро вопрос. Мало того, сейчас же они мобилизуют тех украинцев, которые на оккупированной территории. Они мобилизуют украинцев, они пытаются переманивать украинцев. Уже там ходят слухи, я не знаю, это правда, не, но которые записываются в этот батальон имени Богдана Хмельницкого, да, они, которые там создали. И сейчас 2-й уже создают. Куда они военнопленных пытаются вербовать, чтобы те шли на войну. Это рассказывал там герой парень из Азова, который попал в плен в Мариуполе. И он рассказывал, как ему было непонятно и абсолютно, что люди шли вот так вот воевать за Россию. Хотя я надеюсь на то, что многие из них шли туда воевать только с одной целью, чтобы во время боевых действий иметь возможность избежать плена и перейти обратно в сторону бік України. Магомед, ти згадав історичні паралелі, і між Україною і Інгушетією на диво виявилося багато чого спільного. Я про це, чесно скажу, я не знав до того, як почав працювати над відео. Я прочитав, що під час Голодомору в 30-х роках українці тікали на схід, тому що західний кордон був закритий. Вони тікали на Кубань, і з Кубані частині вдавалося втекти далі на Північний Кавказ, де, от за даними цієї статті, нохчі і інгуші дуже добре до них ставилися, пускали їх додому, вони там жили у них з сім'ями, з дітьми, тобто всі повністю, ніхто їх не здавав владі. І коли совєтська влада намагалася вже потім їх шукати і знаходила, то ті українці, які добре вже мали хороші стосунки з інгушами, вони залишали там своїх дітей під новими іменами і їхали як бездітні вже в Сибір, тобто в заслання. Ти знаєш щось про це? Якусь історію? Я це слышал от стариков. Я це слышал
Я це чув багато раз. Я же был молодой, когда рассказывали, как украинцы приходили голодные, и мы, как народ, який має досвід життя с русскими, да, и голод мы знали до революции, они забирали у нас земли, селили туда казаков, мы просто вынуждены были голодать в горах, куда нас загоняли кацапы. И у нас была с этим большая проблема. И мы, когда увидели этих, думаю, народ, когда увидел пришедших голодных украинцев, то да, я слышал о том многократно, что да, кормили, принимали. И эти люди потом, когда НКВД уже опомнилось и начало ловить, именно украинцев ловить начали, ну так же, как, знаешь, сейчас ловят чеченцев в Европе, вот случай был, и выдают русским, да, также начали ловить украинцев, чтобы отправить их уже в Сибирь, не давали там оставаться. Русским давали, а украинцам нет. И вот украинцы, зная, куда их отправляют, уже как бы не было никаких иллюзий, да, многие оставляли детей, просили оставить детей, и да, детей прятали, давали им какие-то мусульманские, ингушские имена, учили их отвечать правильно на вопросы, потому что вместе с НКВДшниками русскими ходили НКВДшники-ингуши, и которые видели какого-нибудь светлого ребенка и спрашивали, чей. И мне рассказывали старики, что говорили, это брат там где-то в России был, привез, вот он тут ходит, так знаешь. И тот ему задавал вопросы на ингушском, на чеченском задавали вопросы этим детям. В Чечне это было, это везде было. Да, они охотились за детьми. Вот даже сам подумай, это что за народ и что за страна такая, где охотятся за детьми, чтобы отправить их умирать в Сибирь. Вот какая ну, это государство имеет право на существование. Это государство сегодня опять здесь и опять хочет украинцев вернуть в эти времена. И на жаль, я не вижу. Это не стоило, это плохо. Это эшафот. И на жаль, я не вижу у украинцев такой люти к тому, что с ними делали. Такой люти к тому, что с ними хотят сделать. Они все-таки пытаются остаться вот в каких-то нормах. Ну, это война, ну, есть Женевская конвенция, там, есть так далее. У населения нету вот этой люти за то, что с ними сделали, за то, что с ними делают, и за то, что с ними могут сделать. Потому что моя точка взора такова, что я считаю, что люди должны понимать, кто их враг, что с ними было, что с ними есть и что с ними может быть. И мне кажется, что этот момент должен очень серьезно обсуждаться в обществе, чтобы было понимание, за что воюем, почему воюем и с кем воюем. Потому что людей, которые имеют досвід, людей, которые имеют образование, знают это, ну, на жаль, в каждом народе таких не большинство. И это не такая помилка там людей. Ну, так сложилось. Кто-то не имел интерес к истории, кто-то не получил нужных знаний в школе там, или в университете. Ну, так надо об этом говорить, надо людям напомнить. Інгуші мають цю лють? Мають. Инакше, где бы ингуши не имели цей люти к ним, я думаю, что здесь бы из 500 тысяч хотя бы 5,000, как минимум, да, было бы. Чи було те, що сталося в Карабулаці? Що це було? На твою думку? В Карабулаке была группа ингушей, сопротивления, которая приняла бой, которые дрались до последнего и как бы погибли в бою. И это не первый случай. До этого был бой. Тоже погибали и раненые попадали, на жаль, в плен. И всякое было. То есть сопротивление никогда не прекращалось, сопротивление никогда не останавливалось. Поэтому как бы это процесс вечный. Это процесс Я вечный. читав, що спротив інгушів, збройний спротив інгушів триває з 1810 року, практично 200 років. З моменту окупації Інгушетії ще тоді Російською імперією. І так чи інакше,
інгуші зі зброєю в руках борються далі? Я тобі кажу, що нигде в российской историографии нету войны ингушей с русскими, да, у них все добровольно входили в состав России. И нам это всегда в школе вбивали в голову, что все народы, и мы тоже, и прям хотели, и прям просили. И еще такая уловка есть у русских на Кавказе, они очень любят говорить о том, что мы произошли от каких-то народов, не живших на Кавказе. Чтобы нам доказать, что да, мы, русские, сюда пришли, но и вы тоже. Ну да, на 2000, на 5000 лет раньше. Но пришли же. Понимаешь? Угу. Тому вот так оно. У них на все готово. Когда штурмовали дом в Карбулаке, до этого схема была такая. Приезжали БТРы, ПМП, тяжелая важкая техника, которая все разносила. А сейчас ее не было. Кончилось, видимо, в Украине. Уже техники не было. Я не думаю, что если бы у них были там доступности тяжелая техника, да, что они бы этот дом штурмовали целые сутки. Ну, зачем? Они бы просто подогнали какой-нибудь БМП-1 или БМП-2, или подогнали БТР, и просто бы разнесли бы этот этаж, не оставив там камня на камне. И все. Перемолов людей. Да, перемолов людей с кирпичом и бетоном. Тому я так думаю, что этот бой был очень показательный. А представляешь, если бы у этих хлопцев были FPV-дроны? Если бы тех, кто их поддерживает? А если бы у людей было бы хорошее оружие? Были бы приборы ночного видения? Были бы они подготовлены? Еще неизвестно, чем бы этот бой закончился. Когда 1 на 1 бы они сошлись. В теорії, на твою думку, чи може, чи повинна Україна, можливо, секретно, але передавати зброю на Кавказ? Украина повинна передавати зброю на Кавказ и всем повстанцам, всем, кто воюет с Россией заради Украины. Не заради тех народов, а заради Украины. Потому что каждый оккупант, который останется там, в России, навсегда, он не придет сюда. І це для України дуже гарно. І буде дуже добре. Зараз Інгушетія ставить на меті стати незалежною, відділитися від Росії, стати звичайною незалежною державою зі своїми політичним устроєм, економікою, тобто звичайна держава. Як зараз, чи відбувається якась координація дій між народами Кавказу, можливо, з народами Дагестану, або з Нохчі, або з Орет-Калмиками, з Ерзя? Чи відбувається якась координація, чи кожен сам за себе? Не, мы все не русские. Там, где ж ты почитаешь документы УПА от 43-го года, когда был всеукраинский сбир в Киеве, где УПА обсуждал о том, что нужно поднимать все народы СССР против России, против русских. Для нас как бы 43-й год продолжается. То есть тогда украинцы это понимали, сейчас этого, на жаль, не понимают. Но мы это вынуждены понимать, поэтому, безусловно, у нас есть контакты. Мы все как бы объединены общей целью. И самое главное, у нас есть самый мощный объединяющий фактор – это русский шовинизм. Потому что в России мы не люди. Вот как вы были в Советском Союзе не люди, да, второй сорт, меньшевартость откуда взялась? Она же не возникла просто так, потому что украинцам захотелось. Вот эту меньшевартость они пытаются каждому народу, который под ними, внушить. Мы вам дали школы, мы вам дали библиотеки Паустовского, Толстоевского, Чехова и так далее. Как будто бы, я не знаю, где-то в Африке нету, даже в самых бедных странах, школы, больниц, да. А нам именно они вот все это принесли, и они нам вечно рассказывают о своей культуре. И знаешь, сегодня мне пришла такая мысль, я напишу об этом статью. Я смотрел этих русских либералов, и они там рассуждают на ту тему, что всякие кавказцы, сибирские народы, народы Поволжья не способны построить себе государство. Я такой сижу, думаю, господи, единственный народ, который я знаю, который за всю свою историю не построил себе государство, это вы.
Все государства, которые вы построили Российскую империю. В 861 году в Лондоне запускают первое метро, а вы отменяете крепостное право, и через 50 лет ваша страна хрякнулась. Вот и вся ваша страна была. Потом вы строите Советский Союз. В 1953 году сдох Сталин, накрылся ГУЛАГ. После ГУЛАГа сколько эта страна? 30 лет не протянула, тоже 30 лет протянула и тоже грохнулась. Да? То есть вы что построить способны? И за вас мы не можем построить. Ну покажите мне, отделилась Украина, отделился Узбекистан, Таджикистан, Грузия, страны Балтии. Все живут. Вот все живут. Вот Азербайджан, например, да, даже воевав с Арменией за Карабах, он же получил полное военное превосходство, и на поле боя, да, он показал, что он способен на большие дела, Азербайджан. Но Азербайджан же не пересек границу и не пошел втыкать флаг в Ереване, азербайджанский. Они остановились на своих границах, все. И дальше не идут. А вы же постоянно ко всем лезете. Понимаешь? Поэтому у нас наша как бы цель, наша мета, наша мрия за незалежность, она базируется на том, что мы прекрасно понимаем, что без них у нас есть шанс построить государство. С ними ПРБ, там прекрасная Россия будущего и такое, у нас шансов нет. И, кстати, у вас тоже нет шансов в прекрасной России будущего. Потому что если она будет, я не знаю, держава буде мати тільки одну мету, чтобы не было Украины. Потому что, когда Ходорковский плачет Гордону, да, что простите нас, он плачет не потому, что ему там жалко украинцев, он плачет, что Киев не взяли. Понимаешь? Знаешь, какая для них это была боль? Что не взяли Киев за 3 дня. Потому что любой русский либерал, любой русский демократ, он всегда мечтает о прекрасной России будущего, в которой будут все те же страны, которые были в Советском Союзе. Они просто пока этого не озвучивают. Даже если ты как бы сомневаешься, посмотри дебаты покойного Стрелкова, этого покойного Навального со Стрелковым, где Стрелков говорит, давай завтра начнем мировую войну, а этот говорит, нет, послезавтра. Завтра надо экономику сделать нормально, чтобы война получилась. Тот говорит, да не нужна экономика, есть же ядерная бомба. Он говорит, да нет, экономика нужна, знаешь, одной ядерной бомбой войну не выиграть. Поэтому, поверьте, там вариантов нет. Ни у вас, ни у нас. Поэтому, конечно, мы все объединены общей целью. И разъединиться нам они не дадут. Я чув про 2 основні схеми, 2 варіанти, як буде розвалюватися Росія. Перший варіант – це економічний, коли росіяни з багатих регіонів, це Якутія, Ханты-Мансійський, там, ну, можливо, який-небудь там Ямало-Ненецький автономний округ, Чукотка, все менше і менше хотітимуть давати гроші в Москву від продажу корисних копалин і тому захочуть відділитися. Але це будуть російські регіони, російські в теорії незалежні держави, які будуть говорити російською мовою. А другий варіант – це розвал Росії за етнічною ознакою. Тобто це буде вихід регіонів, де переважають місцеве населення. Це Інгушетія, це Ічкерія, це, от, можливо, Ерзія, Карелія і таке інше. Як на твою думку, який з цих варіантів більш ймовірний, чи, можливо, є інші варіанти? Ну, цей економічний варіант – це неможливий варіант, тому що никакой региональной власти в России нет. Нету никаких выбранных губернаторов, нету никаких парламентов, нету ничего. Там сидят российские марионетки. Там сидят только те, которых туда посадили русские, да. Даже если это национальные республики, те, которые манкурты там сидят у власти, да, они никогда никому в своем житии не скажут русским, что мы не будем вам платить, потому что нам не хочется или еще что-то. Эти будут платить всегда, их просто нет, да. І цей мятеж Пригожина, це дуже гарно
показал, потому что когда Пригожин пошел на Москву, вдруг выяснилось, что все региональные руководители отошли в сторону. Даже кадыровская армия 400 там, километров ехала почти 4 дня. Потому что умные, потому что никто не хочет влезать туда. А вдруг выиграет Пригожин, и что тогда? А вдруг выиграет Путин, а тогда что? Поэтому все аккуратно решили подождать. И поэтому я не верю в какой-то экономический там розвал и так далее. Тем более мы все бачимо, як Китай, Індія та багато інших держав підтримують. Ну, підтримують. Без цієї підтримки эти санкции, которые против России, давно бы убили ее экономику. Но не убили. Ее экономике хватает, чтобы и в Харьков опять пытаться зайти, и так далее, и так далее, и так далее. Это неможливо. Другой вопрос, друге питання – це національне. Просто, да, в Бурятии, в Якутии русских много, согласен. Но проблема в том, что если начнется развал, если он начнется по этническому признаку, це буде... Буряту есть за что умирать на этой земле. И якуту тоже. Где они будут хотеть независимости, а русскому там не за что умирать. За что? Если только за империю, то да, а не за империю нет. Я маю такую мрию, чтобы русские кацапы захотели иметь свою державу. Вот никто об этом не говорит. Чему они не хотят иметь свою державу, я не разумею. Ну правда, ну что вам мешает? Ну почему вы не хотите жить в русском государстве без лезгинки, без каких-то не таких расово вам кажущихся правильными людей и так далее? Жить по своим русским законам. Почему вы не хотите, чтобы у вас были нормальные Рязани, Суздали, Воронеж, и Бог же какую-то землю вам отмерил? Почему вы там не хотите? Никто не хочет построить там нормальное русское государство. Никто, никакие Ходорковские, никакие Миловы, ни Навальные, никто. Вот никого нету, кто бы думал там о русском народе, о его благосостоянии, о его будущем и так далее. Они все хотят только империю. А империя без Украины невозможна. Ну вот невозможно. Портников когда сказал, что он спросил Ельцина, кажется, что почему, зачем вам вообще Украина? Он говорит, понимаешь, говорит, без Украины мы Азия, а с Украиной мы Европа. А це був самый наилиберальнейший либерал и демократический демократ, да? Вот и вся ответ. Поэтому везде, куда они приходят, они себя ведут так же, как они ховались во Львове. В 1939-м они, да, зашли во Львов. Когда они там просто, извините, ходили в этих комбинациях в театр, думая, что это платье, и в горшках себе готовили еду, думая, что это кастрюли, а паркет жгли в печках, да. И, ну, они богато тут кацапов поселили, богато. И сейчас мы видим, как это все вылезает боком. Поэтому они везде всегда были одинаковые. Ничего такого, чтобы происходило с Украиной и украинцами, и чтобы на себе не терпели якуты, буряты, чеченцы, ингуши, дагестанцы, башкиры, татары, калмыки, не было такого. Везде одно и то же. Хочешь узнать? Достаточно открыть историю Украины. Все. И просто убирай слово Украина и украинцы, и ставь туда Башкирия, ставь туда Татарстан, ставь туда все. И все будет один в один. Вот один в один будет. И голод они везде организовывали, и коллективизацию они везде, и репрессии везде, и интеллигенцию везде уничтожали. Нету разницы. Просто украинцы чомусь видят в нас и никаких інших людей. А мы не інші, мы такие же, как и вы. И нас объединяет всех то, что мы не русские. И мы по-другому ставимся до своей державы, до своей истории, до своего языка. Они нам там до сих пор в России постоянно говорят о том, что а зачем вам ваш язык? Ну что ты с этим языком будешь делать? Ты же в университете на нем не учишься, на работу на нем не выйдешь. Ну зачем тебе твой язык? Они забрали все, они даже алфавит забрали. У нас был свой алфавит, придуманный ингушами на основе латиницы, который передает долгие звуки. Но нет, у нас забрали даже алфавит. Нам всунули кириллицу, которая моему языку подходит, как коровье седло.
Ну, никак она на него не налазит. Это просто ужас. Это такое коверканье языка. То есть, если украинец возьмет ингушскую газету 23-го года, на латинице написано, он может ее прочитать, и даже если у него хороший слух, это будет почти ингушский язык. Он сможет ее прочитать. Но дай любому человеку, который знает русский язык или кириллицу, почитать мой язык на том, который сейчас пишется, да, боже, абракадабра какая-то получается. Магомед, на твою думку, чи є якась червона межа, якийсь останній рубіж, це можна називати по-різному, якийсь момент, коли посипеться Російська імперія, на твою думку? Можливо, це буде кількість вбитих у війні, можливо, ще щось. Коли повстануть всі, і Росія не зможе вже нічого робити з внутрішніми повстаннями. Я разумею так, что единственное, что может сегодня Россию пошатнуть, это если мир согласится хотя бы, а если еще и поддержит стремление к свободе 179, кажется, народов, которые там живут, а не будет кричать: да, мы хотим Россию вот целой такой-сякой, да. И когда я слышу от американцев или от европейцев, иногда от украинцев даже слышу, есть тут особо умные персонажи, приезжаешь в Украину и встречаешь тех людей, которые тебе говорят: ну, а там же ядерное оружие, а там надо, чтобы это все под единым контролем, вся страна осталась, там же такое творится. И ты говоришь: господи, вы не понимаете, что Путин, еще повезло, что Путин там у власти. А представь, если бы там был Стрелков. А представь, если бы там был полковник ГРУ Клочков. Они не понимают, что в этой стране исторически, логически, я не знаю как еще, Господом Богом им так предначертано, что там всегда следующий будет хуже предыдущего. Понимаешь? Если Горбачев заканчивал войну в Афганистане, да, то Ельцин развязал страшнейшую войну в Чечне, где погибли сотни тысяч людей. Путин еще хуже. И следующий, кто придет за ним, будет еще хуже, чем Путин. Ну, это всегда так у них. Поэтому, когда будет... и хотелось бы, конечно, Украина сегодня как бы форпост. Украина сегодня страна, которую слышит весь мир. И если бы Украина озвучила бы поддержку за свободу народам, всем народам, мне кажется, у Украины для этого есть все доводы. Потому что, скажи мне, назови мне одно место, откуда они ушли, из какой страны они ушли и где жизнь стала хуже. Я таких стран не знаю. Откуда бы они ни ушли, там всегда жизнь лучше, чем в России. И когда мне некоторые русские либералы или демократы начинают рассказывать о республиках Средней Азии, я говорю: скажите, пожалуйста, вы за 23 года своей независимости, России на тот момент, я говорю, вы, я говорю, не воевали года 3. Скажите мне, с кем воевал Узбекистан? С кем воевал Казахстан? С кем воевали киргизы? Ну, просто вот где вас нет, я говорю, откуда вы ушли, бедно живут, богато, но все живы, все стараются что-то сделать. Экономические проблемы решаемы, а когда твоего сына тебе привозят в цинковом гробу, это уже нерешаемо. Поэтому вот то, что не было в Узбекистане там, и в других странах, в Казахстане, войн, и то, что Карабахский конфликт был 100% инициирован русскими, подогрет ими и сделан ими, ихний же этот Невзоров вспоминал, когда он поехал там навстречу армянской армии, он там увидел какую-то 52-ю или какую-то там Псковскую дивизию десантников. И говорит: вот тогда я понял, кто наступает на азербайджанские позиции, кто их бомбит. Ну, то есть, где их нет, там мир, покой, там люди живут. Да, где-то какие-то свои, там, скажем, не совсем демократические или мегадемократические режимы, но живы. Живы. І ні на кого не напали. 23 лютого – це фактично чорна сторінка в історії Інгушетії. Це початок масової депортації інгушів і ногчі, який стався буквально за 3 місяці до депортації кримських татар.
І символічно, що 23 лютого 2024 року Верховна Рада України прийняла постанову про визнання права народу Інгушетії на незалежність, на самоідентифікацію, на незалежність. Що для тебе, як для інгуша, це означає? Я, як інгуш, як представник Комітету Інгушської незалежності, я дуже вдячний, а так і багато інгушей дуже вдячний Україні, що український парламент, українська влада, український народ мав мужність, мав отвагу сделать это. Это был такой серьезный шаг, который еще не понимают ни украинцы, ни ингуши. Потому что это был впервые. Ингуши никогда не имели, во-первых, своего государства. И та идея независимости, которую мы сейчас поддерживаем, она получила первую поддержку от Украины. И когда Ингушетия будет свободна, тот факт, что нас первыми признала Украина, это останется в истории нашего народа. И Украина в лице ингушей получит поддержку и благодарность, безусловно. Потому что это было сделано, я знаю, как это было сделано. Это не было какой-то операцией, это не было каким-то желанием там навредить России, как это пытаются они выставить, да. Это было политическое решение, которое было поддержано такими депутатами, как Тарута, и многими, Рифат Чубаров, и я могу долго перечислять этих людей. Эти имена вписаны навсегда в историю моего народа, потому что эти люди сделали все, что от них зависело. И были те люди, как Сергей Довгаль, которые помогали нам, помогают нам добиваться этого. То есть есть те украинцы, которые понимают важность этого. Слава Богу, что они есть. И мы безмежно им благодарны. И никогда этого не забудем. И это величайший шаг. Это шаг не то, что было... Понимаешь, Косово, да, косовский прецедент. Это было решение международного сообщества, где все обсуждалось, где было куча за и против, да. А тут был шаг со стороны именно украинцев как людей, украинцев как нации. Они взяли на себя всю ответственность. Они знали, как это не понравится очень многим в мире. Но украинцы четко и ясно сказали. Как ты знаешь, и 24 февраля 2022 года многим не понравилось в мире, что украинцы оказали сопротивление. И как некоторые министры европейских стран говорили, зачем нам с вами что-то обсуждать, если вас через 10 дней не будет. А украинцы доказали, что они могут, и украинцы совершили реально очень серьезный исторический шаг. И мне хотелось, чтобы дальше эта тема развивалась. И мне хотелось, чтобы Украина провозгласила, что она не просто за территории борется, а борется за смыслы будущего, борется за то будущее, которое будет у ее детей. Что она сейчас создает те условия, которые позволят Украине избежать войн, нашествий со стороны русских. Если Украина признает Бурятию, Якутию, Калмыкию, Башкирию и так далее, признает, проведет должную работу, потому что запрос от этих стран есть. Мы даже создали организацию NESA, North Eurasia Solidarity Alliance, Североевропейский альянс солидарности. 5 народов сейчас в этом альянсе состоит, и мы создали, и документы переданы на рассмотрение, чтобы там началась работа, чтобы парламент признавал и эти народы. И это признание сегодня дает базу, дает веру, потому что, понимаешь, они же Чечню 20 лет уничтожали, это же было показательно, и то, что сейчас в Чечне происходит, тоже показательно для других народов. А, понимаешь, в мире осталось, на жаль, может 5 человек, может 6 человек, которые понимают по-настоящему Россию, которые знают Россию изнутри. Не то, что они там ездили в Москву, видели вот это в пределах Кольцевой, и им говорили, это Россия. Они,
какая она, оказывается, богатая и большая и густонаселенная. Нет. Людей, которые знают Россию изнутри, их на весь мир 5 человек осталось. К сожалению, 30 лет Советского Союза изменили, после развала Советского Союза, те люди, которые действительно знали Советский Союз, народы его населяющие, да, ну, многих стариков уже нет живых. Поэтому эти несчастные 5 человек сегодня в этом мире пытаются что-то этому миру докричаться, сказать, смотрите, это все не будет так просто. И эти же 5 человек не сомневались в том, что будет война, что Путин пойдет, и что русский народ его поддержит, и что через 2 года войны на выборах президента опять пошли и поддержали. И во всей Европе, и в Америке, и везде они стояли у посольств и не стеснялись говорить журналистам, да, мы здесь голосуем за Путина. Вот понимающих это, на жаль, 5 человек на весь мир. Но этих людей никто не слышит, потому что слышат тех, кто толкает популистские лозунги о том, что только целая Россия нам гарантирует безопасность. Безопасность чего она вам гарантирует? Вам мало того, что она сделала? Вам мало того, что она уже сейчас, воюя в Украине, абсолютно неуспешно, теперь предлагает поменять географию со Швецией, там, с Финляндией, забрать у них там морские эти мили в свою пользу, продолжает там угрожать миру ядерным оружием. Ну, о каком безопасности будущего вы говорите вообще? Одумайтесь. Но нет, увы. Поэтому для нас это очень важно. И важно, чтобы Украина не останавливалась. Потому что сейчас ситуация такова, что Украина имеет больше возможностей, имеет больше ресурсов, имеет больше в мире поддержки, чем все народы оккупированной России вместе взятые. Если сегодня Украина примет на себя роль флагмана, что да, мы освободились и мы первые, привлечет к этому те же страны Балтии и попросит их поддержки в этом вопросе, я думаю, что это можно будет эту тему развивать. Можно будет стучать в мир. Можно будет достучаться до американцев, до немцев, до французов. Может быть, поляки, чехи, болгары, многие. Вот у Болгарии есть очень хорошая пословица. Они говорят, русские нас освободили 2 раза. Первый раз от османского ига, а второй раз от будущего. Так вот, нельзя дать им шанс освободить нас от будущего. Пускай даже нас на этом свете не будет, да, но у наших детей, у наших внуков больше не будет никаких Бахмутов, никаких Солидаров, никаких Купянсков, никаких Волчансков не будет. Потому что 50 или 60 миллионов русских, у них падает рождаемость, может их там, я не знаю, через 30 лет будет 30 миллионов, они будут прекрасный мирный народ. І буде будущее. Ти сказав про організацію народів, де 5 народів. Хто там, окрім інгушів? Башкири, якути, калмики і буряти. Останнє питання. На твою думку, в якому населеному пункті буде відкрито посольство України в Інгушетії? В Магасе. Но я честно тебе скажу, я бы вот не хотел никаких этих посольств, там, еще чего-то. Вот правда, я бы не хотел. Почему? Потому что, когда ты идешь по Праге и видишь, например, посольство Эстонии, то немножко становится смешно, потому что, у нас нет границ с Эстонией, да. У нас визы нам не нужны друг другу. И мне иногда кажется, зачем они оставили эти посольства? Потому что, что там, может быть, какие-то документальные там оформить, да. Но мне хочется, чтобы у нас была свободная экономика, чтобы, я не знаю, люди, например, из Махачкалы, например, там, я не знаю, что, какие-то яблоки там или еще что-то, неважно, что там, может, какое-то производство, товар ехал из Махачкалы через весь Северный Кавказ, заезжал там, со стороны Крыма или со стороны Донецкой, Луганской области и мог доехать до Ужгорода, до Львова, до Мукачева без постов, без остановок, за свободное перемещение товаров, денег и услуг, чтобы была здоровая, нормальная экономика, как в Европе, как в Соединенных Штатах, как между некоторыми арабскими развитыми странами, да, богатыми. То есть вот это моя мечта. Я хочу, чтобы у нас там, например, если приезжают
жили украинцы, вот чтобы у нас была украинская школа, я бы хотел. Чтобы был факультет украинского языка, литературы, который бы люди там изучали, специалисты, да, я бы этого хотел. Я бы хотел видеть украинских студентов у нас и видеть ингушских студентов здесь. Этого бы я хотел. А вот постов, чиновников, я не фанат этого всего. Я хочу ездить в Украину по своему ингушскому паспорту, да, и чтобы на границе максимум, что мне нужно было, это пройти через какую-нибудь створку, где надо приложить этот паспорт, его отсканировали, и я дальше пошел. И никого там не видел, кроме там стоящих, я не знаю, людей, которые открыли магазины, там duty-free какой-то проходишь, еще что-то в этом духе. Не более того. И, безусловно, военный договор. Обязательно. О взаимной помощи. Чтобы если кто-то там опять какой-нибудь Минин, Пожарский или Стрелков залезет в Кремль и скажет, мы там можем повторить, чтобы вооруженные силы Ингушетии в полном составе, еще с мобилизацией, смогли выйти на помощь Украине, и русским пришлось драться не с Украиной на один фронт, а где-то еще на фронтов 50 с разными странами, которые сразу же автоматически бы подключились, потому что нападение на любого члена из нас, нашего сообщества, трактовалось как нападение на всех, чтобы не дать им шансу. Пускай они атакуют, я не знаю, захотят, если они там атаковать Якутию, где там 500 000 живет, да, но они сразу получают фронт с Украиной, фронт с Чечней, с Ингушетией, с Дагестаном, с Башкирией, с Татарстаном. Как ти думаєш, скільки б ця війна продовжалась? Це риторичне питання. Да. Вона б навіть не починалася. Конечно. Просто ми... Добре поговорили. Да. Магомед Турієв, представник Комітету інгушської незалежності. Дуже дякую, що знайшов час і можливість поговорити. Я сподіваюся, що українці знатимуть більше і цікавитимуться більше не тільки своєю історією, історією інших народів, які мають, на жаль, дуже багато спільного в своїй історії і в своїй боротьбі за незалежність від Росії. Дякую. Нема за що. Вибачаюсь, за що не можу добре розмовляти українською мовою, тому що я буду розмовляти українською мовою, так маю такий поганий словник, что это была бы такая исковерканная беседа, знаешь. Поэтому пользуемся услугами пленного языка. Дуже дякую. Нема за що. Навзаєм.